Крупнейший НПЗ Юга России выведен из строя. Смерть в метро Петербурга от удара дверью. В Париже погибла русская топ-модель. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. Море взрывов, автоматные очереди, звуки сбитых ракет. Это слова очевидца ночной атаки Украины по Ростовской области. Всего в регион прилетели 30 беспилотников и 3 ракеты. Силы ПВО работали над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Батайском, Каменском и Новошахтинском. Известно как минимум об одном раненом. Самый серьезный удар пришелся по заводу нефтепродуктов в Новошахтинске. Это единственный НПЗ в области и один из крупнейших на всем юге России. Как пишут жители города в пабликах, взрывы над предприятием были слышны 40 минут. Пламя распространилось на сотни метров. Пожар тушили всю ночь. Трасса, ведущая к заводу, до сих пор закрыта. Судя по кадрам пожара, удар пришелся по установке первичной перегонки нефти. Это один из самых ценных и труднозаменяемых компонентов НПЗ. В марте этого года Новошахтинский нефтяной завод уже был остановлен после удара украинского дрона. По словам исполняющего обязанности губернатора региона Юрия Слюсаря, пожар на заводе удалось потушить лишь ближе к 7 утра. Накануне днем всю ту же Ростовскую область впервые атаковали ракеты Storm Shadow. Как установили журналисты «Радио Свобода», удар пришелся по секретному военному предприятию «Каменский», где Россия производит реактивные системы залпового огня. Число погибших при столкновении поездов в Мурманской области достигло 2 человек, пострадавших 31. Как сообщил региональный министр здравоохранения Дмитрий Панычев, среди раненых есть 5 детей. Сейчас они в больницах области. В тяжелом состоянии 4 пострадавших. Врачи борются за их жизни. Машинист грузового поезда и его помощник задержаны. Как утверждает источник телеканала РЕН-ТВ, во время аварии они ремонтировали излом, оставив кабину без присмотра. Я напомню, вчера на станции Княжия в Мурманской области столкнулись грузовой и пассажирские поезда. Грузовой состав скатился с горки и на высокой скорости врезался в вагоны с людьми. Поезд сошел с рельсов. Несколько вагонов перевернулись. Спасательная операция длилась более 8 часов. Движение на участке удалось восстановить лишь сегодня к утру. Родственникам погибших компания РЖД выплатит по 2 200 000 рублей. У берегов Анапы нашли первого мертвого дельфина, погибшего из-за разлива мазута. Ну, в общем, он весь в мазуте полностью. Мазут даже не счищается. Ничего. Он полностью залеплен, у него все забито полностью мазутом. Под угрозой оказался роддом дельфинов Таманский залив. В регионе экологическая катастрофа. Мазут уже добрался до центральных пляжей Анапы. Сейчас они выглядят вот так. Я напомню, 2 танкера «Волга-нефть» из-за непогоды затонули в Керченском проливе 15 декабря. В сумме они перевозили 8 тонн нефтепродуктов. 4 с лишним тонны мазута уже вытекли в воду, что привело к загрязнению 50 километров береговой линии вдоль побережья Анапы. Ликвидацию последствий осложняет продолжающийся шторм. Экологи предупреждают, полностью собрать мазут не удастся никогда. А зона поражения может дойти до Сочи. Купальный сезон в месте разлива в перспективе ближайших 2 лет под вопросом. В зоне загрязнения мазутом находятся до 10 тысяч птиц, около половины из которых погибнут. На Камчатке пропал с радаров грузовой самолет Ан-2. На борту находятся 3 человека. Из-за непогоды спасательный вертолет не может вылететь к месту предполагаемой катастрофы. Кукурузник компании «Файравиа» выполнял местный рейс по маршруту Мелькова-Оссора и вез коммерческий груз. На высоте 700 метров сработал аварийный радиомаяк. В пункт назначения борт вовремя не прибыл. Пропавшему самолету 36 лет. Поисковая операция возобновится в пятницу утром. Трагедия произошла сегодня утром в метро Петербурга. 39-летняя женщина заходила в вестибюль станции Пролетарская, но от неожиданного толчка дверью потеряла равновесие и рухнула назад, ударившись головой. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Через некоторое время она скончалась. Но в Париже в ДТП погибла известная российская модель и телеведущая Светлана Савицкая. Девушку насмерть сбила машина. Как рассказала подруга модели, 2 автомобиля, превышая скорость, мчались навстречу друг другу. Один из них, уклоняясь от лобового, свернул на тротуар и протаранил Светлану. Девушка погибла на месте. За время своей карьеры Светлана Савицкая успела сняться для таких журналов, как «Официель», «Харперс Базар» и «Гламур», а также поработать ведущей шоу на телеканалах «Пятница», РУ-ТВ и «Жара ТВ». Прощание с моделью состоится 23 декабря. Ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Зарему Мусаеву, мать чеченских оппозиционеров Янгулбаевых, отправили в СИЗО за дезорганизацию работы колонии. При том, что Мусаева и так уже отбывает срок в 5,5 лет якобы за мошенничество. Так что скрыться от суда и следствия, угрожать свидетелям или еще как-либо препятствовать делу она не может. Теперь женщине шьют новое дело, по которому ей грозит еще 5 лет лишения свободы. Как заявляется, она будто бы напала на сотрудников СИН. Сама Мусаева не признает свою вину и утверждает, что, цитата, «физически не могла напасть на силовика». Я напомню, Мусаеву похитили из Нижнего Новгорода в январе 22 года и отвезли в Грозный. Силовики не дали ей ни одеться, ни взять с собой вещей, ни взять даже инсулин, который жизненно необходим ей из-за диабета. Российский фильм «Куиндом» Агнии Галдановой попал в шорт-лист «Оскара». Одна из самых громких документальных картин года уже получила призы десятка международных фестивалей и называется критиками главным фаворитом премии. Себя в порядок сейчас хоть приводи, хватит этим лысым ходить, да без бровей. Потому что ваш вид, явно вызывающий и деструктивный, он может вызвать ЧП. Документальный фильм рассказывает о жизни художницы и дрэг-артистки из Магадана Дженны Марвин. С момента, как она, еще будучи парнем, переехала в Москву и начала заниматься перформансами, провоцируя власти силовиков. Ее били и сажали в отделение полиции. После начала войны Дженна покинула Россию и теперь живет в Париже. Картина о ней попала в категорию «Лучший документальный фильм». Вручение «Оскаров» пройдет 2 марта в Лос-Анджелесе. В Сергиевом Посаде накануне вечером случился пожар в колокольне Троицы Сергиевой Лавры. Горели межэтажные перекрытия между первым и вторым ярусами здания. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность проводки. Справиться с горением удалось около 9 часов вечера по Москве. На месте работали 44 пожарных и 12 единиц техники. Обошлось без пострадавших. Добавлю, что в горевшей колокольне находится самый большой действующий колокол России весом 72 тонны. По предварительным данным, он не поврежден. Зато эта новость добавляет мистического контекста следующий, особенно зная суеверность российского диктатора Владимира Путина. Сегодня он в 21 раз проводит прямую линию с гражданами. Как и в прошлом году, она проходит в формате, совмещенном с большой пресс-конференцией. Год назад Путин общался с журналистами и жителями России более 4 часов. Однако на самые острые вопросы так и не ответил. Ни про падение доходов, ни про необеспеченность регионов газом, ни про возвращение с фронта мобилизованных. Прямо сейчас на нашем канале идет спецэфир. Мои коллеги Елена Малаховская и Дмитрий Еловский обсуждают основные заявления Путина с экспертами. Обязательно присоединяйтесь к трансляции. Но только после того, как поставите лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. Также обязательно подписывайтесь на наш Телеграм. Там вы найдете весь наш контент, в том числе и в аудиоформате. Ну а также всегда будете с нами на связи, даже в случае блокировки YouTube в России. Ссылку вы найдете в описании к видео, а также прямо сейчас видите у себя на экране. Всего хорошего и берегите себя.